Ребят, мне тоже очень настоятельно хочется вам порекомендовать приготовить этот пирог. Это просто нечто. Вот серьезно, очень вкусный, очень такой ароматный, особенно на второй день. Сегодня вот как раз второй день. Вчера мы попробовали, он безумно понравился абсолютно всем, поделили его, и вот то, что осталось у нас. И еще один маленький кусочек был, и сейчас я съела этот второй кусочек. Боже мой, это просто, вы знаете, он какой-то, он настоялся, он прям пропитался, он такой стал, ну, очень-очень такой, знаете, как будто он созрел. Вот серьезно, очень вкусный пирог. Смотрите, как крем внизу. Видите, он прям вот здесь. Вот так вот булочка сама поднялась, а вот этот крем, он тяжелый, и он так внизу остался, и оно получается как торт. Невероятно вкусный, поэтому я решила снять еще одну часть в плане того, чтобы вам реально порекомендовать его обязательно попробовать. Выглядит красиво и очень вкусный. Так что готовьте, не сомневайтесь. Итак, делаем наш заварной крем. Первое, что нам нужно, молоко, сахар, одно яйцо, здесь я его хорошенько взбила, белок с желтком, цедра апельсина, это может быть также лимон, и кукурузный крахмал. Сейчас все аккуратно перемешиваем до однородности. И уже можно включать огонь, заваривать крем до густоты, постоянно помешивая, не отходя. Итак, крем уже практически готов. Сейчас добавляем щепотку соли. $25 грамм сливочного масла. Тоже все хорошенько размешиваем. Крем получился настолько ароматный, прям такой апельсиновый. Если же у вас нету апельсина, вы можете использовать лимон. И также вот сделать с цедрой лимона и с соком. Если же нету ни того, ни другого, то не расстраивайтесь. Просто в конце, после того, как выключили огонь, добавляйте ванильный сахар. Тоже будет очень вкусно и ароматно. И сейчас я добавлю еще апельсиновый сок. Буквально 1-2 столовых ложек. Крем готов. Видите, такой густой, без комочков, очень нежная текстура. Красивый цвет, а запах не передать словами. Сейчас нужно это закрыть, например, пищевой пленкой в контакт, так, чтобы не образовывалась корочка. И просто отдаем остыть нашему крему. Если же у вас вдруг не нашлось пищевой пленки, это может быть любой чистый пакет, либо же вообще ничего не использовать, просто периодически помешивать. То есть, когда вы видите, он уже остывает и немножко покрывается, это хорошенько все перемешивать, чтобы не образовывалось вот этой корки. И все. Следующим, что мы будем делать, это тесто. Здесь у меня 3 яйца, они у меня достаточно крупные, я покупаю L размер, то есть это большие. Добавляю сахар, щепотка соли, сметана. У меня это домашнее, поэтому, возможно, немножко отличается консистенция, не пугайтесь. И все это нужно хорошенько взбить до такой красивой пенки. Итак, далее добавляем растительное масло. Хорошенько все нужно смешать. И далее добавляем постепенно муку. Тоже все хорошенько перемешивая, замешивая такое красивое, нежное тесто. И, кстати, да, мука у меня смешана с разрыхлителем и уже просеяна. Итак, теперь мы подготовили форму. Я ее застелила пергаментной бумагой. Итак, немножко разровняем. Можно постучать. Вот что у нас получилось. Сейчас приступаем к крему. Крем у меня был в холодильнике. Я сейчас сниму пленку. Так, его немножко размешать. Боже, как он пахнет. И
сейчас нам нужен будет кондитерский мешок. Берем кондитерский мешок и вот так хоп, добавляем крем. Немножко его как бы углубляя. Этот пирог очень похож на фытыр. Рецепт фытыра у меня тоже есть на канале. Это одно из первых видео вообще на моем канале. Я оставлю ссылочку, если интересно будет, посмотрите. Вот таким образом что-то получается. И сейчас сделаем еще такой узор. Насадка у меня достаточно большая, поэтому узор получается, может быть, не совсем такой, знаете, ровный, одинаковый, немножко расплывается, но ничего страшного. Вкусно будет 100%. Украшу я здесь кунжутными семечками, вот так буквально в серединку. Можете использовать также кокосовую стружку. Итак, вот что у нас получилось. По-моему, выглядит очень симпатично, пахнет невероятно вкусно. Поэтому поспешим отправить в разогретую духовку. Духовку я включила на 180 градусов. Вы же смотрите по своей. Я думаю, вы знаете, обычно при какой температуре вы выпекаете пироги. Все, отправляем и будем наблюдать. И вот вкуснота почти на подходе. Проверяем спичкой или зубочисткой на готовность, чтобы внутри обязательно все пропеклось. Самый ароматный пирог, который может быть вообще. Вы посмотрите, просто невероятно. Здесь везде крем, он более такой влажный, сочный, мягкий, нежный. Здесь немножко потверже. Ну, у меня духовка моя, как я уже говорила, наверное, 100 раз. Ее нужно менять. Немножко неравномерно она готовит, но тем не менее подождем, пока все остынет, и я вам покажу, что получилось внутри.